Окей. Так, хорошо, ребят. Еще раз всем привет. А, Сегодня речь пойдет про Netlify Functions, а именно Service-less Functions. В данной теме мы поговорим о самой концепции Service-less, разберем возможности, которые нам предлагает Netlify, после чего я покажу, как сделать первые шаги и для базового понимания работы сервиса. Покажу свой пример, написанный при помощи Netlify Functions. Ну и расскажу, как вообще настроить Netlify для этого дела всего. Так, что дальше? Так, хорошо. Вот, что такое сервис-лес? Давайте начнем с этого. Что такое концепция сервис-лес? Это способ запуска приложения в облачном окружении. Но на самом деле можно подумать, что серверов нет. На самом деле они есть, они просто скрыты, и мы как бы не управляем ими. Вот. На самом деле единого определения, что такое сервис-лес, нет, но на помощь нам приходит рабочая группа из организации Cloud Native Computing, которая выпустила документ с описанием, что же такое сервис-лес на самом деле. Согласно документу, название концепции создания и запуска приложений без необходимости настраивать сервисную часть, включая такую часть, как серверная часть, как описание докер-контейнера и Heroku деплоя. В рамках этой концепции приложение разбивается на функции, которые помещаются в облачную платформу и там выполняются. Масштабируются, оплачиваются и в зависимости от текущей нагрузки на сам сервер, которая нам требуется в данный момент. Иными словами, это способ запуска приложений в облачном окружении. Основными преимуществами такого подхода можно назвать, что мы не ограничены в ресурсах, экономия времени на настройку сервера и снижение затрат. Если говорить подробно о каждом из преимуществ, то можно сказать, что для работы приложения всегда выделяется ровно столько места, сколько нам нужно. А следовательно, ситуация, когда сервер будет простаивать из-за низкой нагрузки или не справляться с пиковыми моменты, такой ситуации у нас больше не будет, потому что мы будем получать ровно столько мощности, сколько нам нужно на данный момент. По экономии времени нам больше не нужно тратить время и заниматься подбором сервера, его настройкой, следить за обновлениями и тому прочим. Теперь это все лежит на плечах самого провайдера, который предоставляет нам эти услуги. И мы можем сосредоточиться на написании кода. Снижение затрат. По снижению затрат могу сказать, что провайдер сервис-услуг предоставляет нам столько мощности, сколько мы потребляем в данный момент. Соответственно, если сервер у нас простает, мы за него не платим. Но как только нагрузка у нас повышается, мы будем платить столько, сколько мы потребили. Вот. Но недостатки тоже присутствуют в таком подходе, потому что мы привязаны к определенному сервису. А это значит, что разработав и запустив приложение на одной из таких платформ, при возможности каком-то необходимости, вернее, переезда на какую-то другую платформу, можем столкнуться с тем, что нам придется глобально переделывать код, потому что архитектура каждой из платформы отличается, и не везде поддерживаются те языки, которые мы хотели бы там видеть. Также есть ограничения по срокам жизни инстанса. Что это значит? Нам нельзя сделать так, чтобы для ускорения работы каких-то сервисов какие-то инстансы работали постоянно. Сервис-лес модель, она сама по себе подразумевает то, что она разработана с учетом краткосрочных процессов с максимальным временем выполнения до 15 минут. У каждого провайдера таких услуг время может немного отличаться, но в среднем оно варьируется где-то примерно 15 минут, то есть не более. Потом просто это все выключается и надо будет заново запускать. Исходя из этого, есть еще одна проблема. Это задержка из-за постоянно холодных стартов. В продолжении к предыдущему пункту, который я только что озвучил, если процесс уже завершается, к тому моменту, когда он нам снова понадобится, придется снова тратить 1-2 секунды на его запуск. Но это касается конкретно каких-то таких средних, можно сказать, задач. Потому что если это что-то маленькое, это синхронная функция, просто запрос-ответ, то 1-2 секунды тратить на нее не придется. Она в любом случае выполнится сразу. Может, если, конечно, большое количество, но если их несколько, ничего страшного не произойдет. Сложность дебагинга тоже, получается, она
как бы остает желать лучшего. Из-за того, что все делится на модули и в сервис-лес приложениях, сложно отслеживать причины ошибок, потому что происходит отслеживание каждого модуля отдельно, придется отслеживать его. А также связи между ними тоже нужно будет просматривать, потому что они будут сложно, в общем, это будет дебажить. Вот. Хотелось бы еще сказать, что на данный момент у многих крупных компаний есть свои сервис-лес платформы. К числу провайдеров можно отнести такие, как AWS Lambda от Amazon, Google Cloud Functions от Google и Azure от Microsoft. Но и маленькие платформы, такие как Netlify, тоже имеют свои возможности и сервис-лес функции. Вот. В двух словах, что такое Netlify? Вот. Так, слайд, вот. Что такое Netlify, и уже будем разговаривать непосредственно о Netlify Functions, а именно о сервис-лесе его. Вот. Netlify — это платформа, объединяющая в себе несколько продуктов и сервисов для ускорения и упрощения работы веб-разработки. В Netlify мы можем подключать наш репозиторий GitLab или GitHub к хостингу, и потом Netlify в автоматическом режиме может пересобирать наш проект и публиковать его при каждом пункте, при каждом пуше кода в репозиторий, и он его пересобирает автоматически. Соответственно, мы видим последнюю обновленную версию у нас на хостинге, ну, у нас на домене, точнее. Вот. Также сервис-лес Netlify предоставляет такие возможности, как аутентификации, проверки всевозможные, бета-тестирование, ну и вот сервис-лес Functions тоже у них есть. Вот, ну, да, сервис-лес Functions, но они называются у них Netlify Functions. Что же такое Netlify Functions? Это функции, которые мы можем написать и развернуть прямо в Netlify. Это функции, скрытые от публичного просмотра, но с ними можно взаимодействовать как с любым другой службой API. Как в случае с кодом нашего сайта, так, Netlify позаботится о развертывании наших скриптов Functions. Netlify Functions действует как наш собственный API и запускаются только тогда, когда их запрашиваем, и возвращают необходимые данные по запросу. Вот. Такой подход дает возможность добавить дополнительные функции к нашему сайту, не перезагружая браузер. Где нам это может пригодиться? Это может пригодиться, так, если мы работаем с какими-то API, которые делают какой-то запрос данных конфиденциальной информации, например, к платежным системам, вот, ну и каким-то таким вопросам. Аутентификация, например, доступ к платежным системам, использование каких-то секретных ключей, это везде может пригодиться и использоваться. Такие вещи мы не используем на постоянной основе, мы запрашиваем их в определенное время только. Вот, так, но я бы хотел еще сказать, что находится под капотом у самой Netlify. На самом деле Netlify в своем не использует какое-то новое решение. Вообще, на самом деле, под капотом Netlify лежит AWS сервис от Amazon Lambda. Netlify развертывает функции Lambda без учетной записи самого AWS, получается, и управление функциями непосредственно лежит в самой Netlify. У функций есть контроль версии, они создаются и разворачиваются вместе с остальной частью Netlify, автоматически обрабатываются через встроенный шлюз API. Вот. Сам Netlify Functions поддерживает такие языки, как JS, TypeScript и Go, но AWS поддерживает намного больше языков. Там есть и Java, PowerShell, C-Sharp, Python и многие другие. Как бы пока что Netlify вот только эти три языка используют. Наверное, думаю, что они будут делать что-то в следующий раз. Ну, в ближайшее время будет больше. Как бы по параметрам, которые мы получаем по умолчанию, разворачиваем Netlify Functions. Регион, как мы видим, у нас это Северная Америка получается. Ну, у них в зависимости от тарифного плана можно выбирать разные регионы. Но если мы говорим о самом простом тарифном плане или какой там по умолчанию стоит бесплатный, то мы получаем вот такие вот данные. То есть у нас есть 1 гиг памяти, 10-секундный предел выполнения для синхронных функций и 15-минутный лимит для выполнения фоновых функций. Каждой функции, неважно фоновая это или синхронная,
экспортирует метод handler, который принимает в себя два параметра. Это event и контекст. Вот. Также общее время выполнения на бесплатном тарифе ограничено 100 часами и 125 тысячами запросов. Каждый запрос считается каждый раз, когда на нашем сайте вызывается конечная точка бессерверной функции в течение текущего времени, расчетного времени периода. По-моему, расчетный период это месяц у них остается сейчас. Вот. А время выполнения считается суммарное вычисление всех наших запросов, которые были сделаны. Вот. Также, что у нас дальше? Так, создание проекта. Мы чуть-чуть до создания проекта сейчас дойдем. Я хотел немножко рассказать про background functions. Что же это такое? То есть отличие от, как я и говорил вот только что ранее, у нас есть два варианта этих функций. Это синхронное выполнение до 10 секунд и фоновое, которое выполняется до 15 минут в фоновом режиме. Обычная бессерверная функция Netlify отключается по истечению 10 секунд выполнения. Она работает, по сути, как прямой цикл запрос и ответ. Быстро возвращает данные клиенту. Это не очень подходит для длительных операций. Если мы делаем какие-то большие обработки, то, скорее всего, это нам не подойдет. Например, работа с какими-то медиафайлами или архивация, я думаю, что там такого не зайдет это. А фоновые функции позволяют нам настраивать процессы, которые выполняются от 10 секунд до 15 минут. К примеру, когда мы взаимодействуем с каким-нибудь медленным API или выполняем какие-то серверные вычисления, требующие много времени на обработку, как раз тогда нам могут пригодиться фоновые функции, которые выполняются асинхронно до 15 минут. Для создания, в принципе, о создании я вам расскажу, когда я буду показывать пример. Так, вот что еще хотел сказать. Если мы разворачиваем фоновую функцию, которая возвращает нам немедленный ответ при успешном вызове, а затем продолжает свою работу в течение 15 минут, просто в фоновом режиме, и завершается спустя 15 минут. То бишь, если она выполняется сразу, она еще в фоновом режиме остается активна до 15 минут, и мы можем с ней снова воспользоваться. Вот. Но если функция возвращает не может вернуть нам ответ, а возвращает какую-то ошибку, то получается повторное выполнение, и ее повторное выполнение будет выполнено через 1 минуту. Если это не удастся, то она снова попробует, но уже через 2 минуты. И так оно будет несколько раз продолжаться. Так, в принципе, по теории, что я хотел рассказать, это, наверное, все на данный момент. Давайте я переключусь на примеры и расскажу немножко о том, что у меня получилось сделать. И вдобавок еще скажу одну вещь по поводу самой настройки Netlify. Вот, для того, чтобы создать проект на Netlify, нам нужно там зарегистрироваться в первую очередь, потом создать репозиторий проекта на GitHub или GitLab, или если он есть, подключить его просто к Netlify. Это можно сделать либо через админку, либо установив Netlify CLI себе в проект. Вот, после чего мы вводим логин, если мы пользуемся Netlify, или исследуем инструкциям, которые предлагает нам сам Netlify. Мы там создаем проект, выбираем название и тому подобные вещи, после чего он будет у нас интегрирован Netlify. Вот. Также он создаст файл, который будет называться Netlify toml. И в этом файле мы будем уже настраивать наши запуски проекта, билд и тому подобные вещи. Вот. Так, ну что ж, вот мое небольшое приложение, которое я написал, используя serverless functions от Netlify. React тут, конечно, ни при чем, он у меня прикручен просто по умолчанию, так в общем-то и получилось, что он у меня просто прикручен. Само приложение представляет собой обычный погодный, как его назвать, в общем, данные о погоде. Вот. Я использовал для этого OpenWeatherMap как ресурс получения этих данных. Так, с чего бы начать? Давайте начнем с того, что мы должны
в первую очередь прописать путь к папке functions, которая обязательно должна находиться для того, чтобы мы могли создать serviceless functions от Netlify. То есть все наши функции должны храниться в этой папке. Неважно, какая будет структура ниже, но первая папка, которая должна находиться, должна называться functions. Вот, в ней мы уже должны создавать свои сервис-лес функции. Для того, чтобы создать фоновую функцию, нам нужно просто дописывать слово background в конце функции, ну, в конце нашей созданной функции. То есть мы даем любое название и в конце пишем background. Тогда, тире background, точнее даже, потому что если, ну, без тире оно не будет работать. То есть тогда эта функция будет считаться как ну, фоновая, и, соответственно, к ней уже будет такое отношение Netlify. Он ее будет запускать и хранить в фоновом режиме после ее выполнения до 15 минут. Вот. Но я, честно говоря, не нашел никакого интересного API для того, чтобы конкретно показать на примере, как это работает. Вот. И поэтому у меня весь пример свелся вот к такому вот коду, к сожалению. Но, возможно, потом я что-то сделаю еще с ним. Пока что вот так вот. То есть, в принципе, они ничем не отличаются от обычной синхронной функции, кроме того, что они будут работать до 15 минут в фоновом режиме. Вот. А основной мой пример заключается в том, что я получаю данные конкретно в этой функцию. Здесь я всех их распаршиваю уже, получается. Получаю конкретно уже какую-то дату с нашего API. И ее просто-напросто вывожу уже в свой код. И хотел еще сказать насчет обращения к этому всему делу. То есть я здесь использую Axios, но понятное дело, что можно просто фичом это было сделать. То есть мы обращаемся конкретно не к API самому какому-то, а конкретно к этой функции, которая находится в этой папке. Вот. То есть у нас все функции хранятся там, мы их просто вызываем. Что они там делают, нам как бы, ну, то есть React или там наш какой-то фронт об этом знать, в принципе, и не должен, так сказать. Ну, вот. То есть и здесь я просто получаю эти данные. Что мы получим в итоге? То есть, выбирая какой-нибудь город, мы даем запрос и получаем прогноз погоды на сегодняшний день из нашей service-less function. Получается как-то так. Вот. Пока что там только 3 города, и вот как-то так оно работает. Так, я не знаю, что еще добавить насчет этого всего кода. Может быть, вернуться, может быть, что-то рассказать более подробнее. А, Так, как функции работают локально? Для этого мы используем Netlify настройку. Ну, то есть при запуске проекта мы используем вот в этом файле в команду, которая у нас запускает Netlify. Вот как раз благодаря Netlify CLI это все и работает. То есть, сейчас, секундочку, я JSON покажу. Так, где он? Вот, Netlify Dev. То есть, благодаря этому Netlify Functions и работают локально у нас сейчас. То есть, устанавливая Netlify CLI, мы потом можем использовать эту команду для запуска конкретно Netlify в локальной среде. И Functions тогда у нас тоже отрабатывают. Сетевой запрос. Так, стоп. Сам себя слышу. Так. А что конкретно в сетевом запросе ты имеешь в виду? Тебе как сделать? Так, прописана связка проекта с конкретным Netlify аккаунтом. Она у нас забивается в Netlify CLI и хранится. А вот где она хранится?
Не знаю, Сереж, не знаю, как оно отрабатывает. Честно говоря, я даже не обратил внимания на этот момент. То есть при билде оно связано с нашим гитом. То есть, и, соответственно, оно там собирает это вот. А локально оно как бы работает просто в той среде, в которой мы его развернули, и все. Так. А зачем нужны бэкграунд-функции? Ну, для работы с какими-то сложными API, у которых вычисления занимают больше, чем, ну, ответ, например, или там какие-то вычисления мы проводим, это занимает времени больше, чем 10 секунд. Тогда мы просто используем background functions, которые работают до 15 минут. Вот. То есть, если мы обрабатываем какой-то медиа-запрос, к примеру, медиа-файл, например, какой-то, или еще что-то, то пока мы получим результат, может пройти больше 10 секунд, соответственно, тогда нам потребуется background function, который до 15 минут работает. Так. Да, насчет вот этой штуки, да. Запрос, сейчас покажу. То есть тут я просто через event передаю название города, вот, а название города мы уже передаем в URL в обращению к апику, и, соответственно, получаем оттуда данные. Вот эта штучка. Ну, ссылочки все будут, можно будет зайти еще, посмотреть, разобрать, то есть по всем материалам у меня все ссылки я предоставлю. Так. Задеплоенным Netlify. Так, сейчас. Секундочку, я могу показать. Так. Сереж, насчет установки связки, тут получается какая ситуация? Если мы привязываем уже через Netlify клип проект к самой Netlify, то функшены туда автоматически деплоятся. Ну, при билде они туда тоже попадают. Вот. Это можно в админке настроить через определенные настройки, там, по-моему, можно указывать папки конкретные, но через CLI оно автоматически все туда залетало. Так, по поводу, как оно выглядит на самом Netlify. Я надеюсь, нам видно. Запросы идут также, туда же отправляются на API, и мы получаем результат. Я надеюсь, видно, да? Это уже конкретно на домене, что происходит у нас. Насчет функции в админке Netlify, давайте сейчас посмотрим. Так, где наши сеттинги? Сеттинг сайт. Functions. Тут только пишется количество запросов, которые мы отправили, и количество затраченного времени, вот насколько я вижу. А остальное мы можем настраивать, конечно, но оно по умолчанию говорит, что оно находится в папке functions. То есть мы ее можем отсюда изменить, конечно, тогда мы будем обращаться в другую папку. Четвертая ссылка в верхнем меню. Угу.
Да, вот они здесь все, в принципе, находятся. Мы их тут можем и проверить даже, в принципе. Так, насчет хедерса. Сейчас покажу хедерсы. Я думаю, насчет того, как мы отправляем и получаем, я оставлю на гид ссылку на сам проект, на все. То есть там можно будет развернуть его и уже поклоцать, посмотреть, поразбирать конкретно на своих примерах, что-то добавить, что-то убрать оттуда. Да, получается, они отправляют запрос как обычный бэк. То есть по факту это бэкэнд, который мы храним у себя на клиенте, грубо говоря. Да, хорошо, тоже всем спасибо. Хорошо, что все хорошо прошло, мне было слышно, видно, и всем все понятно было. Все, я тогда завершаю трансляцию. Всем хорошего дня, ребят.